Привет, мои дорогие любители животных! Вы на Зоотоп, канале, на котором мы покажем вам животных с самых неожиданных сторон. А тема сегодняшнего видео – это спасение животных. И не забудьте оценить наши старания лайком или же дизлайком. А мы начинаем. Многие животные во время поиска еды в погоне за чем-то вкусненьким застревают в разных банках, канистрах и коробках. Причем застревают не только детеныши, но и взрослые животные. Но в этом видео как раз медвежонок попал в беду. Но, к счастью для него, он был замечен неравнодушными людьми, которые сняли пластиковую банку с головы косолапого малыша. Вряд ли он понял, что именно с ним случилось. Олененок упал в реку, а выбраться обратно самостоятельно у него не получилось. Но он был замечен рыбаками, один из которых начал снимать события на камеру, а второй тут же разделся и полез в воду. Дальше он добрался до малыша и вытащил его на берег, передав из рук в руки своему коллеге. К несчастью, Бэмби уже наглотался воды и потерял сознание. Но люди не сдавались, они провели простые реанимационные действия, и все получилось. Малыш потихоньку оклемался и пришел в себя. Но по нему видно, что настрадался серьезно, и еще много нужно времени для полного восстановления. На обочине дороги люди нашли застрявшего в старом брошенном колесе лисенка. Они привезли измученного, обезвоженного, голодного и перепуганного бедолагу к ветеринару. В первую очередь доктора поставили на рыжую мордашку кислородную маску. Теперь, очень аккуратно, чтобы не повредить шею, люди вытащили малыша с автомобильного колеса. Но это еще не все. Теперь лисичке предстоит пройти серьезную реабилитацию и восстановить свое здоровье. И снова кто-то из диких животных нашел пустую тару, брошенную нерадивым человеком. На этот раз это молодой олень. Но не все люди такие, есть и люди с большим сердцем, как на этом видео. Они не проходят мимо чужой беды. Один из грибников в лесу обнаружил довольно глубокую вымоину, в которой барахтался, и не мог из нее выбраться благородный олень с красивыми рогами. Тут же к месту находки сбежались много других его коллег-грибников. Все вместе они ухватились за рога благородного, ну и дружно начали тянуть. Это нужно делать аккуратно, а то животное сильное и легко, даже нехотя может поранить своих спасателей. Олень со своей стороны тоже старался изо всех сил, и они молодцы, и у них все получилось. Строительный котлован на окраине Кадавура в Индии попал слоненок, и помочь ему может только кто-то или что-то большое, например, экскаватор. Так и получилось. Люди для малыша ковшом выкопали проход с выработки. К слову, кроме нашего оператора, еще много ротозеев снимали это происшествие. На крик спасенного прибежала его семья. И вот оно, воссоединение. Не знаю, поняла ли слоновая семья, что случилось, но слоненок точно понял. Он еще раз повернулся в сторону спасателей, помахал им хоботом, наверное, поблагодарил и попрощался. Люди услышали шум, а придя на него, они увидели горного льва, попавшего в капкан. Самостоятельно выбраться с ловушки у него не получилось. Поэтому люди приступили к спасательной операции. Хоть и это довольно опасная задача. Ведь хищник не понимает намерений спасателей, а даже наоборот, он думает, что пришли такие же хищники и хотят его съесть. В процессе спасения они использовали шест с ремнем, он удерживает животное на безопасной дистанции от человека. Пуму освободили от капкана, но, к сожалению, не успели снять шест с лассо с шеи. Зимой на дороге между лесом и полем водитель грузовика встретил одинокого волка. Человек подумал, что хищник голодный, поэтому решил поделиться с ним, заботливо приготовленным женой, обедом. Серый, естественно, с недоверием встретил добрый позыв человека и с рук не стал брать еду. Тогда мужчина бросил кусок сала на снег. Тут уже хищник не смог удержаться и принял угощение. После чего он развернулся и ушел. В неприятность попала колючая голова. И настолько все серьезно, что люди, нашедшие этого ежика, там на месте решить его проблему не смогли. Пришлось нести его домой. Этот еж в поиске чего-то вкусненького залез головой в пластиковую флягу, а выбраться не смог. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не добрые люди. А так все получилось. Пусть не так просто и не сразу, но колючую голову удалось освободить. В холодных водах Антарктиды борются за жизнь нелетающие морские птицы-пингвины. А угрозу несут им морские леопарды, южные морские котики, австралийские и новозеландские морские львы, а также касатки и акулы. А иногда единственным спасением для них – это вылететь с воды прямо людям в лодку.
Олененок упал в канал для орошения полей. Течение в канале было довольно сильное, поэтому вылезти самостоятельно у Бэмби не было никакой возможности. Но мужчина, выгуливающий домашнего любимца, заметил бедолагу и бросился на мостик, находящийся перед самой дамбой. Он лег на него и достал олененка, после чего поднял малыша с воды и отпустил уже на сушу. На этом мы закончили. И не забудьте про лайк, коммент и подписку. Всем пока!